Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Ровенская АЭС в йодной яме. АЭС не смогла восстановить возможность полноценно выдавать электрическую энергию в энергосистему Украины. Борис Леонидович, почему же такое произошло и не ждет ли такой финал остальные АЭС Украины? Давайте по порядку. Что называют йодной ямой, на самом деле она, конечно, ксеноновая. Это время после резкого снижения мощности реактора, когда на несколько часов, на несколько суток иногда, реактор становится трудноразгоняемым. Сначала из урана и плутония образуется йод-135. У него период полураспада достаточно маленький, 6,5 часов, чуть больше, 6,6 часов. И в результате бета-распада из него образуется ксенон-135. А вот он совершенно невероятный поглотитель нейтронов. То есть те нейтроны, которые должны быть свободными, вызывать деление ядер урана, ядер плутония, просто исчезают в активной зоне, их нет. Соответственно, падает мощность. Вот то, что мы наблюдаем. Как из этого выходит, из этой ситуации? Период полураспада ксенона 135-го меньше 10 часов. Надо подождать 5 периодов полураспада и забыть о том, что вот такая проблема была. То есть максимум, что можно подождать так с хорошим запасом, 5 суток. Так, чтобы быть полностью уверенным, что все в порядке, после этого можно спокойно набирать мощность. В обычном штатном режиме инструкция по этому поводу есть. По шкале Инес такая ситуация равна нулю, то есть риск аварии, риск радиоактивных любых инцидентов отсутствует как таковой. Да, может быть, это неприятно для объединенной энергосистемы Украины, то, что в течение нескольких суток не удастся вывести реактор на полную мощность, но это уже совершенно отдельная история, которая, наверное, пояснений требует из генерального штаба, из каких-то еще воинских соединений, но отнюдь не от операторов Ровенской атомной электростанции. То, что это может произойти с любым другим реактором на территории подконтрольной киевскому режиму, тоже понятно. То есть в том случае, если перестает работать система мощности, приходится снижать мощность реактора, снижение мощности реактора, образование 135-го йода из-за его короткого периода полураспада, образование ксенона 135-го, который поглощает нейтроны, и мощность просто падает. Да, вот это возможно. Сказать, что это выходит за штатное расписание, работа дежурной смены, нет. Все инструкции по этому поводу есть, давно проверено, ничего выдающегося не наблюдается. Другое дело, как это выглядит на фоне того, что происходит в энергосистеме Украины. Борис Леонидович, а в связи с чем все-таки это произошло? Это из-за маневрирования так называемого реакторами? И насколько велик шанс повторения? Потому что, насколько я понимаю, маневрирование мощностью реактора влияет на деградацию ядерного топлива, которое в него заложено в настоящее время. Деградации не будет. То, что произошло, судя по всему, были какие-то сообщения от диспетчера объединенной энергосистемы о том, что возможно нарушение режима выдачи мощности, то есть были риски того, что выйдет из строя подстанция, и, грубо говоря, перестраховались. Решили не дождаться того, когда произойдет уже конкретная авария на подстанции, решили снижать мощность. Снижение мощности образования йода-135. Образование йода-135, образование ксенона-135. С топливом, собственно говоря, ничего не происходит. Вот те консультации, которые по заявлению Энергоатома, они проводят с Вестингаус, они тогда с чем связаны? Я думаю, это надо обращаться действительно в Вестингаус, каков коэффициент размножения свободных нейтронов зависит от того, как конкретно выглядят тепловыделяющие сборки. Поскольку Вестингаус изготовитель, видимо, какие-то консультации необходимы. Если заметили, то со стороны МАГАТЭ никакой тревоги никто не объявлял, никаких
опасений. Эмоционально, да, это напоминает, конечно, о том, что в 1986 году в апреле произошло в Чернобыле, но это, опять же, совершенно другая история, прямо скажем. Если есть желание, конечно, могу напомнить, как выглядят результаты официального расследования, насколько они соответствуют действительности, но это вопросы к ныне усопшим следователям времен Советского Союза. Там собирались провести эксперимент по выработке электроэнергии при выбеге э, турбины. То есть останавливается реакция деления в активной зоне, тем не менее турбина продолжает вращаться. Вот хотели посмотреть, какое количество электроэнергии можно выработать вот в таком режиме. Если станция останавливается на плановый предупредительный ремонт, можно ли получить дополнительную электроэнергию. По каким-то до конца непонятным причинам начало эксперимента задержали на 9 часов. За это время, на это время мощность реактора уже была снижена. То есть готовились, что вот-вот мы его выключим полностью, и все будет в полном порядке. Образование йода, образование ксенона, и на тот момент, когда пошла отмашка на то, что можно начинать эксперимент, вывести реактор на полную мощность было уже невозможно в штатном режиме. Для того, чтобы разогнать реактор, ну, грубо говоря, не хватает свободных нейтронов, чтобы проходила вот та самая школьная цепочка. Свободный нейтрон ударил в ядро урана, выбил два свободных нейтрона и так далее, и так далее. Вот выбили два свободных нейтрона, но ксенон-135 их съел. И не получается разогнаться. Тогда было принято совершенно неожиданное решение вывести управляющие стержни. Управляющие стержни в реакторах РБМК – это стержни, содержащие бром, тоже очень хороший поглотитель нейтронов. Получалось, что одновременно в активной зоне и эти борные стержни, и свежеобразовавшийся ксенон-135. Из 211 управляющих стержней, как показали результаты расследования, в активной зоне осталось 10. То есть их вывели практически все. После чего начали эксперимент. Отключили паропередачу, сымитировали то, что реактор выключается. Это реактор РБМК. Вода здесь только поглотитель нейтронов. Она стала кипеть. Уменьшилась плотность, уменьшилось замедление. Борных стержней уже нет, их уже подняли. Реактор пошел в разгон. Остановить не успели, не смогли. Вот все. Представить себе, что вот такой набор невероятных каких-то действий со стороны операторов Ровенской атомной электростанции, ну, надеюсь, что этого не произойдет. Какие бы там коррупционные скандалы они сотрясали управляющую верхушку, менеджерскую часть, так скажем, энергоатома, оператора там по-прежнему люди, прошедшие советскую атомную школу, я надеюсь, что вот ничего подобного не будет. Что касается возвращения реактора на проектную мощность на 100%, быстро это делать тоже нельзя. Реакторы не любят такого быстрого разгона. Ну, наверное, с учетом того, что, как всегда, все перестраховываются, вывести на полную мощность тоже пару суток уйдет. Сначала для верности подождать 4-5 дней, пока не распадется по бета-каналу весь ксенон-135, и потом медленно, поэтапно начинаем возвращать реактор в нормальную мощность. То есть поднимаем стержни управления, в результате в активной зоне становится меньше бора, а значит больше свободных нейтронов выживает, и потихоньку мы выходим на 100% мощности. Да, режим вряд ли понравится объединенной энергосистеме Украины, потому что вся маневровая мощность постоянно стала выходить из строя, что у них там какие-то некондиционные кондиционеры или еще что-то происходит, мне сказать сложно. Я по-прежнему верю самым честным в мире американским и европейским СМИ, которые, как известно, еще в мае 2022 года сообщили, что у России ракеты закончились, значит, мы здесь ни при чем, что-то у них там непонятное. Надеюсь, когда-нибудь пояснят. В результате того, что время от времени отключается маневровая мощность, то есть теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, ну, очевидно, что риск блэкаутов будет нарастать. Вот так пока это выглядит на день сегодняшний. В том случае, если будут действительно наноситься удары по подстанциям, обслуживающим атомные электростанции, вывод мощности атомных электростанций,
Да, придется просто глушить реакторы, потому что снижение мощности восстановили, отремонтировали подстанцию, вывели на полную мощность, опять поломка, опять надо ждать, пока умрет, грубо говоря, ксенон-135, потом опять медленно разгоняться. Вот это не полезно. Ну, к сожалению, обстановка вот такая, как есть. Слова, к сожалению, относятся исключительно к реакторам. Реакторы такого обращения с собой не любят, они не для этого предназначены. В принципе, данная типология вид реакторов, она на Украине насколько распространена и на какого возраста реакторы сейчас работают на Украине? Ну, у нас этой информации нет. Напомню, что в составе Ровенской атомной электростанции есть как реакторы ВВР-440, так и ВВР-1000. Какие из них остановлены, какие сейчас будут ждать исчезновения ксеноновой ямы, в открытых источниках информации нет. Ну, будем надеяться, что, может быть, нам МАГАТЭ что-то сообщит, потому что доверять информации, которая приходит непосредственно из энергоатома, из города Киева, ну, подлежит сомнению, так скажем. И, в принципе, насколько данная проблема распространена на данного вида реакторов, потому что они, по-моему, еще остались в Российской Федерации, в Венгрии, ну и на других постсоветских республиках. Если говорить о ВВР-1000, они не просто остались, они строятся в Индии, их будут строить в Узбекистане. ВВР-1000 такая самая надежная лошадка атомной энергетики. Если говорить, почему их строят в Индии и в Узбекистане, есть специально разработанный проект для сейсмически опасных зон. ВВР-1200 пока такой обкатки не прошел, а ВВР-1000, 4 реактора работают в Китае в составе атомной электростанции Тяньвань. Там сейсмоопасная зона, там никаких замечаний к надежности нет. ВВР-1000 на Куданкуламе 2 блока работают, замечаний нет. Ну, а что касается ВВР-440, да, его, к сожалению, сняли с производства, но свою надежность он наглядно продемонстрировал во время страшного землетрясения в Спитаке в Армении. Землетрясение было, нарушение режима работы армянской атомной электростанции не зафиксировали. То есть он выдерживает даже вот такие толчки. Что касается ВВР-1200, то единственный свежий сейсмический опыт, радоваться здесь не приходится. Землетрясение в Турции, оно добралось до площадки атомной электростанции Аккую, там тоже никаких проблем с оборудованием не зафиксировали, хотя монтаж оборудования для первого-второго блока уже на достаточно взрослой стадии. Так что как-то так. Борис Леонидович, а как предотвратить подобные внеплановые остановки реакторов в будущем? Ну, если мы говорим о территории бывшего Украинской ССР, то способ известен. Надо принять условия, предложенные руководством Российской Федерации, и тогда все сразу станет на свои места. Либо каким-то образом вернуться к тем переговорам, которые были начаты в Стамбуле и сейчас остановлены по инициативе киевских властей, до прекращения боевых событий рассчитывать на то, что все будет работать в штатном режиме, ну, очевидным образом не приходится. Если хотите, чтобы реакторы чувствовали себя хорошо, выходите на мирные переговоры, останавливайте боевые действия, договаривайтесь на каких условиях. Я сейчас только об атомной энергетике. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка проекта. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.